Хотя я бывал в районах, где в Гватемале есть десятки, а то и больше деревень в радиусе многих километров, где нет ни одного миллиметра электрического кабеля. Люди живут там или у кого какие-то деньги есть от элементарных солнечных батарей, которых хватает, чтобы зарядить аккумулятор на 3-4 часа на минимальные какие-то потребители. Или же пользуются свечами. И живут с восходом солнца и до захода солнца. Вот. И здесь Гватемала в столице это не большая часть Гватемалы. Так как живет большая часть Гватемалы и сельской местности прежде всего, наверное, это, если не африканский уровень жизни в джунглях, может быть, это чуть повыше или чуть пониже. Есть деревни, особенно в горных районах, на высоте 2500-3000 метров, где климат абсолютно другой, люди абсолютно другие, и они живут как по каким-то своим племенным законам. И там местный лидер, религиозный или этой комьюнити, он имеет больше власти и больше влияния, чем президент страны. Ну, территориально, не на всю же страну. И там люди говорят на местном языке. Здесь живет 23 племени индийских. И каждое племя имеет свой язык, и языки такие разные, что они, как на Кавказе, скажем, в России. Одна деревня, одно племя, один род, и язык только принадлежит им. И соседняя деревня, если специально кто-то не учил этот язык, они не поймут друг друга. Вот. То там люди знают только язык своего племени, и даже молодые ходят вооруженные, потому что там жизнь такая. Вот. И одеваются они, как можно видеть в мексиканских или в аргентинских фильмах. Значит, джинсы, эти рубашки фермерские, расшитые такие. Вот, сапоги из крокодилей кожи или с другой там кожи, сомбреро. Они устраивают фестивали ежегодные на конях. У них популярна там коррида. И имеются такие стадионы специальные. Они небольшие. Трибуны, значит, типа амфитеатра и арена. Вот они, значит, ведут свой образ жизни. И там есть очень богатые люди. Ну и в столице Я 3,5 года жил во втором городе по размеру в Гватемале, который называют, два имени имеет. Или Кецальтенанго. Я там был. Или Шейла. Вот. Там подавляющее большинство населения это индейцы. А вот от чего они живут, я даже не знаю, потому что промышленности большой там нет. Больших каких-то сельскохозяйственных угодий там тоже нет. Потому что нет таких площадей или садов фруктовых. Вот. Ну, в Гватемале производится очень много продуктов питания, как фруктов, так и овощей, и мясные продукты, соответственно, и есть мясоперерабатывающие предприятия. А на экспорт они вообще-то что-то дают? На экспорт идет два основных продукта. Один из них, вот когда я начал жить в Гватемале, для меня это было открытием. Потому что, живя в Советском Союзе, мы всегда говорили о кофе бразильском. Всем привет, это Гватемала, и мы встретились с Яковом. Сегодня он расскажет, чем он здесь занимается. Поехали.
Я родился в 57-м, и до октября 90-го я жил в Ленинграде. Родились там? Да, я родился и прожил 33 года моей жизни в Ленинграде. После отъезда я посещал Россию уже только 2 раза. Один раз в 97-м, когда я приехал туда, я приехал с одними намерениями. И одним из моих намерений было взять машину на прокат. Когда я встретился с одним из друзей, которые там живут, говорит, не вздумай ни в коем случае. Тебя ж подставят, тебя сделают, тебя вытрясут. Ну, начнем с того, что когда я прилетел в аэропорт Пулково, прошел паспортный контроль. И, во-первых, все эти окошечки. Я уже отвык за 7 лет от... Вот так вот все это. Я это только на Кубе видел в 12 году. Что-то подобное. А там прошел по этому узкому коридору. Все это какое-то темное. На тебя смотрят подозрительным лицом таким, как будто бы ты американский шпион. И пройдя несколько шагов, значит, лоток, как в супере, таможенного досмотра. Предъявил паспорт, предъявил топ. И в декларации я написал, что у меня было $1300, $1500. У вас есть $1500? Я говорю, да. Деньги на стол, он мне сказал. Представляешь, большой зал. Там сотни людей входят. И я перед всеми должен веером разложить эти деньги. А с каким паспортом заезжали? Израильский. У меня нет советского гражданства. Нет советского? Тогда, для сведения, тогда существовало правило. Каждый подающий заявление о выезде из Советского Союза на постоянное место жительства в любую страну мира должен был в обязательном порядке отказаться от советского гражданства. И не просто отказаться, а за каждого члена семьи, от пионера до пенсионера, заплатить государственную пошлину 500 рублей. Что такое 500 рублей в 89-90 году? Это больше, чем 2 средние зарплаты месячные советского человека. И вот у меня тогда была дочке 3 месяца, даже год без 2 месяцев. И моей маме было 72 года, которая жила с моей семьей. Так вот, за самую маленькую, за самую старенькую, включая жену и меня, за каждую было заплачено $500. 500 рублей. И разрешали вывозить наличными $150 на человека. И багаж личных вещей 500 килограмм, включая деревянный ящик, этот контейнер, который весил в среднем 200 килограмм, 250 килограмм. Потому что был сделан из мокрых досок. И нужно было еще пойти найти, кто тебе это сделает. И на все это работала уже система. Ну, а причина вообще переезда в Израиль, она... Ну, причина сказать, что по идеологическим соображениям или не так. По зову крови только нет. Смотри, я вырос в семье советской интеллигенции, советских, скажем, инженеров. У меня папа в годы войны, Второй мировой, он всю эту войну отслужил. Он был в чине старшего лейтенанта и служил на Кавказском фронте в основном. К сожалению, медали я не смог вывести, было запрещено. Любое произведение искусства или какая-то любая вещь выпуска до 1952 года требовала разрешения специальной комиссии по культуре, включая, как мне объяснили в одном месте, если у вас какие-то старые ботинки 30-40 года выпуска, то они представляют культурный интерес, культурную ценность для государства, для народа. Значит, вы должны подать прошение на вывоз и получить разрешение.
Вот. И после окончания войны он еще 1 год служил в армии и вернулся в гражданской жизни инвалидом. У него было несколько контузий, и он ходил с палочкой. Вот. Его родители были ортодоксальными. Ты знаешь, что такое ортодоксальный? Что такое? Это как-то вот есть крестьяне-католики, есть крестьяне, русские крестьяне, как они, христиане, православные. Вот это православный еврей, скажем. То есть еврей, который соблюдает абсолютно все законы еврейской религиозной жизни. Как от повседневной жизни, одежды, питания и культовые все эти мероприятия. И у нас в архиве папы были фотографии, где они одеты абсолютно как ортодоксальные евреи, в черное, дед мой. Но они погибли в Витебске, в гетто в 1943 году. И мама, и папа, они из Беларуси. Мама своего отца не видела никогда, потому что он погиб в гражданскую войну до того, как она родилась. Ее мама была беременна ею, когда папа погиб. Мама закончила текстильный институт. Ищете новые впечатления и готовы отправиться в захватывающее путешествие по странам Латинской Америки? Я лично посетил эти страны, побывал в самых известных и малоизвестных местах, включая те, куда не каждый решится отправиться. Гулял под ним и днем, и ночью. Теперь готов приложить только уникальные туры, которые подарят вам незабываемые эмоции и откроют скрытые уголки Латинской Америки. Наши услуги включают авторские индивидуальные туры, экстремальные туры по неизведанным местам, медицинские туры для реабилитации, премиум путешествия на высшем уровне и туры недвижимости по Латинской Америке. Почему стоит обратиться именно к нам? Первое. Наши профессиональные гиды, владеющие несколькими языками и обладающие глубокими знаниями о местных достопримечательностях, сделают ваше путешествие незабываемым. Живя в этих странах, они знают их лучше, чем местные жители. 2. Мы обеспечиваем трансфер из аэропорта и встречу на личном автомобиле для вашего комфорта. 3. Мы предоставляем экстренную медицинскую помощь по всему региону. 4. Организуем путешествие под ключ. Берем на себя все организационные моменты, бронирование отелей, транспорта, экскурсий, страховки и других дополнительных услуг. 5. Предлагаем уникальные скидки и тарифы на отели, которые недоступны обычным туристам. По желанию организуем частный вертолет или катер для роскошного отдыха на Карибском побережье. Пусть ваше путешествие станет незабываемым. Откройте новые грани мира с нами. То есть атмосфера в семье была довольно-таки открытая. Я уже в юношеском возрасте имел радио, выставленное на «Голос Америки», BBC, «Свободная Европа» и «Голос Израиля». То есть то, что читалось в газетах, читалось и между строчек. И у меня хватало смелости, наглости или глупости приходить в школу и на уроках истории, тогда был еще курс истории КПСС, по-моему, что-то такое. И в институте на первом курсе было то же самое, тот же курс. Я еще спорил с учительницей истории, которая была еврейка. И она меня часто выгоняла из класса. И я ей говорил, что вот вы говорите так, в газете написано так же, а вот я слушал радио, и я говорил, я слушал радио «Голос Америки», и там интерпретируют эти события совсем по-другому. Это какие года? А? Какие года? Это я закончил школу в 1974 году. Значит, 73-74 год, 9-10 класс. А когда решение пришло о переезде из СССР? А решение пришло в 88-89 году. То есть мой нос, хотя я, ну, будем так говорить, мой нос чувствовал, куда ветер дует. Вот. Трудно вообще поверить сегодня гражданину России вашего возраста, что вы приходили в районный торговый центр, такие тогда были, я не знаю, они существуют сейчас или нет, потому что
суперов на каждом шагу есть. Вот. И прилавки были абсолютно пустыми. Даже вот те элементарные продукты, за которыми стояли люди в очереди, если сравнить качество и количество вырезок мяса, которые продаются здесь, с тем, что продавалось тогда, все годы, не только последние годы советской власти, это вообще день и ночь. То есть здесь вы можете купить любой кусок от любого места той же коровы, быка, свиньи и так далее, то в Союзе было два мяса. Первого сорта и второго сорта. По 2 рубля за килограмм и по рубль 60. Я даже сегодня помню. И с костями. Вот вам взвешивают килограмм, где-то 30-40% от этого будет кости. Значит, для того, чтобы принести домой вырезку, надо быть знакомым этого мясника и платить ему периодически. И эти мясники жили лучше, чем министры в свое время. Точно так же, как и официанты. Вот. И я себя... Вот у меня много было друзей, приятелей по школе. Я последние 3 года учился в Ленинграде и в Москве тоже, наверное, есть такие школы-интернат спортивного профиля. Я занимался легкой атлетикой, бегал средние дистанции. Вот. И мы с ребятами 10-11 месяцев в году проводили время вместе, потому что учеба, сборы, соревнования и так далее. И мне говорили, вот ты наш, но ты другой. Ну, наш какой? Вот один из нас. Ты очень похож на нас. Но вот твои мысли, твои высказывания, твои суждения, оценки, они другие. Это действительно было так. Вот тогда был такой вопрос. Вот почему еврей и русский, работая на одном предприятии, зарабатывают одну и ту же зарплату, но уровни жизни у них разные. Приди к русскому на кухню, открой холодильник, он пустой. Приди к еврею на кухню, открой холодильник, он полный. Почему у евреев, у многих в семьях есть машины, хотя они не подпольные миллионеры, они работники легальные, зарабатывают легально. У них и дачи построены, у них и машины есть, и дети учатся в хороших школах, и жены ходят аккуратно и красиво одеты, и мужья, и не пьют, и... Ну вот почему? Ну вот мы другие. В какой бы среде мы ни росли, в какой бы среде бы мы ни выросли. Вот и посмотрите, что было в 90-х годах в высших эшелонах власти российской. Там очень много было евреев. Ну, а когда именно, окей, с носом определились, нюх пришел? Ну вот пришел решение этого вопроса в начале 90-х, в конце 89-го, начале 90-го года. Вот. И где-то было понимание того, что вот мое прежде всего, что я как еврей, я хочу жить среди своего народа. Потому что здесь, в этой стране, большой и огромной, порядку не будет никогда. Ни через 10 лет, ни через 20, ни через сколько угодно. Всегда будет что-то меняться, всегда будет что-то восставать, протестовать, и весь этот салат народов вместе никогда не уживется хорошо. Всегда будут конфликты. Я не хочу. Мне это не надо. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них и зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. И с октября 90-го года, значит, я являюсь официально израильтянином,
У меня только израильский паспорт. И в Россию я могу приехать, и приезжал 2 раза. Второй раз в 2014 году уже с женой отсюда. Вот, мы были в Питере, были в Москве. 2 недели в Питере, неделю в Москве. Я въезжал туда как иностранец. Ну, в Израиле, получается, сколько лет прожили? Я в Израиле прожил 12 лет. Начал работать шиномонтажником, потому что нужно было семью кормить. Хотя в Израиле существует программа поддержки новых репатриантов, новых граждан. Дают деньги на жилье, дают, это называется корзина абсорбции, которая включает деньги на жилье, там, на какие-то другие расходы. Значит, помимо этого курсы бесплатные иврита, 2 уровня, 1 и 2 по 3,5-4 месяца каждый. Потом специалистам, как врачам, юристам в свое время, фармацевтам и так далее, им нужны были курсы профессиональные для того, чтобы подготовиться к экзаменам. Я как инженер-механик, я в Ленинграде закончил ЛИШТ, институт инженерного транспорта по специальности дорожные строительные машины и оборудование. Вот. Тогда нормы, они меняются от периода к периоду. Достаточно было подать свой диплом, переведенный на иврит и заверенный переводчиком авторизированным. И признали мой диплом сразу. Но это не значит, что тебе открываются все двери и иди работай где хочешь. Вот. И я начал работать шиномонтажником. Как раз началась война в пустыне между Ираком и Кувейтом. И эта работа быстро закончилась, потому что через ночь, одну ночь прилетали ракеты из Ирака. Я это видел своими глазами и не только слышал. Видел, как сбивают через окно. Вот. И, значит, вот на год есть такая поддержка. А потом же надо подниматься самому, не потом, а сразу. Потом я устроился механиком строительных дорожных машин в одну небольшую муниципальную контору. Оттуда мне дали рекомендацию уже в фирму, с которой я работал здесь, но ее отделение в Израиле. То есть это одна шапка большая, половина под этой шапкой работает в Израиле и половина работает за границей. Хотя названия у фирм одинаковые, но у них счета и все, руководство все разное. А название одно и то же. Вот там я проработал 3,5 года, и услугами этого гаража, этой фирмы, пользовался один частник, который имел 30 бензоколонок в Израиле, там не знаю чего нет. И когда в Израиле начался бум дорожного строительства в 90-х годах, он быстренько за свои деньги приобрел строительную технику, бэушную в Америке, восстановленную, и он ее привозил в Израиль кораблями. И этот гараж обслуживал ее перед использованием в работе. То есть машины, когда находятся 2 недели, 3 недели в море на корабле, от соли, от всего это ржавеет, надо проверить. Да? То есть вот мы такую предстартовую подготовку делали. Вот. Потом он пригонял другие свои машины уже, и я ими во многом занимался. В один из дней мне позвонил его генеральный директор и говорит: ты такой-такой, да? Я говорю с тобой от имени такого-такого, он предлагает тебе перейти работать к нему. Где ты живешь? Там и там. Ну, теперь представьте ситуацию. Я живу в Израиле 3,5 года. Уже говорю на иврите, но не как долгожитель, не как родившийся там. Значит, район, 4-этажные дома. И как во многих странах бабушки что делают? Сидят на лавочках 24 часа, семечки клюют и обсуждают всех, да? Как в кино. И вот приезжает черный 600-й Мерседес. Бабки перестали жевать семечки, открыли рты. А я стоял на улице уже с документами.
автоматически в этом Мерседесе открывается дверь. Ты не должен трогать ручки. И также она закрывается. Плавно и так. За рулем сидит хозяин, справа от него сидит директор генеральный. У него был бедуин. Знаете, кто такие бедуины? Бедуин? Да. Ну, это арабское племя, которое ведет такой цыганский образ жизни, будем говорить, блуждающий. В Израиле очень много бедуинов в Негеве, на юге страны. Они и в армии служат следопытами, и дозорными, и так далее. А вот. Забрал к себе в контору. Бабки после отъезда забыли закрыть рот. Действительно, эта картина, знаете, мне было 36 лет тогда, и приезжает черный Мерседес за новым израильтянином в район соответствующего социального уровня. Потому что с деньгами ты не можешь, тут без денег не можешь забраться высоко. Это потом уже, когда Союз рухнул, и люди стали делать бакшиши и так далее, приезжают до сих пор новые репатрианты-миллионеры туда. Тот же Абрамович приехал, получил паспорт и в этот же день уехал для того, чтобы заехать в Англию уже с паспортом Израиля, а не с паспортом России, потому что мы же запретили же там все это дело. Ага. Ну и он меня переманил за очень хорошие условия. Я у него отработал 8,5 лет. В один из дней тот же генеральный директор мне говорит: готовь чемодан, поедешь в Африку, в командировку. А я у него занимался специально только асфальтоукладочными машинами. То есть это машина, которая укладывает асфальт, каточная техника и другие маленькие машины для нанесения асфальта. Он не делал проекты земляных работ с глубины и до асфальта, только асфальт. И у него было 6 комплектов таких машин. То есть это, будем говорить, по 4 в каждом комплекте, 24 машины. 6 асфальтоукладчиков германских. Вся техника была германская или чешская потом. Вот. И, значит, меня отправили туда, так как специалист германский, он немецкий, он был настолько загружен своими работами, что он не мог туда поехать по гарантии. И меня отправили как специалиста этой техники по гарантии, делать гарантийные работы. Я пробыл там 2 недели, познакомился с Бенином, Тонго и Конго-Бразавиль. Ну вот я там провел быстрый курс ознакомления с новой машиной, как ее использовать, что можно делать, что нужно делать, что нельзя делать. В другой стране я произвел ремонт. И интересная реакция была. Я прилетаю в Того на самолете, и маршрут был Тель-Авив, Париж, аэропорт Шарль-де-Голь, ночевка там в отеле по ваучеру. И на следующий день я прилетаю в Того. Меня встречает администратор, местный негр с табличкой Яковлевский. Чемодан, естественно, летел в багажном отделении, у меня была ручная кладь. Я спускаюсь по трапу, тогда в этом аэропорту не было рукавов. Это разговор идет о начале 2002 года. Вот. Я спускаюсь, подхожу к нему, и по-английски он меня приветствует, я ему отвечаю. Он мне говорит: давайте вашу сумку. Я говорю: там я человек скромный, вот. Там весу немного. Он силой пытался у меня ее оторвать. Но я ему не дал это сделать. Ну, вот моя гордость такая, что старый больной человек какой-то. Вот. И за ним мы прошли в зал VIP. Садитесь, пожалуйста, кондиционеры, телевизор, дайте мне ваш паспорт. Что вы хотите пить? Кока-кола, кофе такой, кофе сякой, может быть, вы хотите виски, Потом, когда я уже в других аэропортах побывал в Африке, зал VIP – это из другого мира в Африке, потому что терминалы для всех – это вентиляторы, открытые окна, открытые двери,
где вся информация, написанная и звуковая, идет исключительно на французском языке, иди пойми. И у них произношение не такое, как во Франции, хотя французов тоже понять сложно. Вот, и я просидел, наверное, минут 20-30, он возвращается с паспортом, виза, такая бумага на размер странички паспорта, приклеена, все. И я вижу, смотрю, написано «Exit». Не-не-не, пойдемте через эту дверь. Выходим через эту дверь, стоит черный лимузин. Не вру. Он говорит, а куда вы желаете поехать? В дом, где живет персонал, израильтян? Отдохнуть и вечером или завтра? Значит, ну, я же приехал сюда работать, я же бывший советский человек. Как так это отдохнуть? Для чего меня сюда прислали? Я говорю, в гараж? Так давайте заедем в дом сначала, вы переоденетесь. Я говорю, да, это да. Приехали, значит, я одел комбинезон рабочий для работы. У меня был такой в германской фирме Вюрген, который выпускает фрезы дорожные. Видели, наверное, белые с хоботом, таким с конвейером. Они срезают верхний слой асфальта. И его перерабатывают, добавляют битум, и тот же асфальт укладывается как новый уже. Ага, все это быстренько сделали. Выезжаем из дома, ворота закрываются, там автоматически открывает-закрывает их один негр. Вот, он с электронным управлением, как они смеются. Я говорю, ой, я забыл диаграммы, мне нужно вернуться в номер, в комнату, там чертежи остались. Ну нет проблем. Как говорится, любой каприз за ваши деньги, а здесь любой каприз без ваших денег, абсолютно. Подъезжаем к дому, я собрался открыть дверь, чтобы войти в дом, забрать бумаги и вернуться. Не положено. Машина должна заехать. Значит, заехали, 1 минуту меньше он меня подождал и выехали. Приехали, значит, в гараж. Там начальником гаража был тоже репатриант из Молдовы. Быстро мы нашли с ним общий язык. Он мне объяснил, в чем проблема машины. Я говорю, дай мне одного помощника из местных и инструменты. Я уже знаю, куда лезть. Пока я шел из конторы его до машины, я смотрю, из одной машины вылезает черная женщина, девушка механиком работала. В овероле, в комбинезоне женщина. Я ныряю в эту машину, к месту, где находятся там клапана электромагнитные, вот, соленоиды. Занимаюсь работой, поднимаю голову. Черным-черно надо мной. Все механики и не механики, электрики этого гаража бросили работу и забрались на машину надо мной, потому что машина есть, внутренняя полость такая пустая, и на полу находятся всякие элементы управления, и кабели, и трубы, и все что угодно. И глаза черно-белые, значит, яблоко белое, а зрачки черные, как в кино. И это так мне показалось. Я прочел в их взгляде, как это так, какой-то странный, чокнутый, белый приехал, вместо того, чтобы управлять одним пальцем, он сам залез туда и работает, да еще и исправил. То есть вот такое ощущение у меня было. Ну и когда я вернулся в Израиль из этой фирмы, она называется Солель Боне на иврите, значит, перевести можно укладываю, то есть стелю асфальт и строю. Ливнот на иврите это строить. Вот. Они прислали из Африки туда, в отдел механизации Солель Боне, благодарственное письмо за проведенную работу. И отдел механизации обратился к моему хозяину с просьбой отпустить меня. А хозяин сказал им, вот, я вам помог с ним. Вместо германского специалиста он вам сделал погоду, все на этом.
А почему был такой контакт? Потому что мой хозяин продал в Африку в Соль-эль-Боне 6 асфальтоукладчиков. И должен был по договору, значит, проводить гарантийное обслуживание и ремонт гарантийный. Вот. Но Соль-эль-Боне от меня не отказалась. 3 месяца продолжалась эта тяжба. Да, нет, да, нет, да, нет. В конечном итоге меня отпустили. И мне сначала, в самом начале тяжбы, мне предложили ехать в Уганду. Но пока эта резина тянулась, Уганда была уже занята, и мне предложили поехать в Эль-Сальвадор. И хорошо я сидел. Это, получается, командировка была в Сальвадор. Нет, командировка была в Африку. А там уже по направлению полноценно. А после того, как я вернулся, и после того, как они договорились с моим хозяином, они меня перетянули к себе. С хозяином у меня счет закрылся. Вот. А Соль-эль-Боне мне предложила 2-годичный контракт. Но уже в Эль-Сальвадор. Значит, хорошо, что я сидел. Карта была, как я помню, с левой стороны от меня. Босс этого отдела передо мной. Я голову поворачиваю. Где же этот Эль-Сальвадор? Эй, мамма мия! Я говорю, это ж так далеко. Я ни слова не знаю на испанском языке. Ну и то, что это далеко, не волнуйся. И то, что ты не знаешь, не ты первый, не ты последний. Никто от тебя не требует изучить язык на таком уровне, чтобы ты мог романы писать. Но минимум необходимый для того, чтобы общаться с персоналом и управлять своими рабочими, ты должен знать. Это какие года были? 2002 год. 2002. Где-то июнь, май, может быть. Вот, потому что в Африке я был 2 недели в начале того же 2002 года. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления 2-го гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. И, значит, он меня спрашивает, сколько времени тебе надо? Я говорю, дай мне 2-3 дня, подумаю. А я уже был в разводе. Хлебать щи из одной кастрюли на 2 – это не то же самое, что хлебать каждому из своей половины. Я оставил квартиру своей бывшей жене, и тогда уже была 2-я дочь. Ей тогда было 3,5 года, а старшей уже было 12 с небольшим. В тот же год я потерял маму свою, она скончалась, прожив в Израиле 9 лет. Вот. И я жил на небольшой съемной квартире, экономически был задавлен вот так вот. Причем настолько задавлен, что иногда, когда я забирал детей по договору о разводе, в дни
я не мог им предложить выйти из дома куда-то. Только мы дома сидели, телевизор смотрели и хлебали то, что я сам приготовил. Вот. И у меня был случай, когда я со старшей дочкой пошел, в процессе мы разводы были, но уже не жили вместе, пошел с ней на рынок, на базар. И моя мама дала список, что нужно купить. Только мы пришли на базар, она мне говорит: папа, купи мне вот то-то, то-то, то-то. Я говорю: давай сделаем так. Я очень хорошо помню этот момент. Ей было лет 8, наверное. Давай мы сделаем так. Сначала мы купим понемножку из каждого, что написала бабушка, а то, что останется из денег, все пойдет на твои прихоти. И остались копейки, что не хватило бы даже на одну конфетку. Вот так вот я протянул руку и говорю: вот смотри, что осталось. Она говорит: да, папа, с этого ни на что не хватит. Я заплакал. Мне было 40 лет, 42 уже, 41. И я заплакал крокодильными слезами. От беспомощности мужика, который работает, и которого поставили раком экономически, вот этот развод. Потому что в Израиле разводы, они довольно-таки болезненные. Вот. И когда мне предложили этот контракт, и когда я услышал цифры, то, что я в Израиле получал в шекелях, так называется местная валюта, шекель, то по этому контракту мне предложили платить в долларах. А тогда отношение доллара к шекелю было 1 к 3 с небольшим. Примерно так же и сейчас. Хотя были времена, когда это было 1,4, 1 доллар 4 шекеля, 1 доллар 4 пункта, 2 шекеля, в зависимости от ситуации на рынке и времени. То раздумывать много не пришлось. Я прекрасно понимал, что это далеко, я прекрасно понимал, что нужно поменять многое, прежде всего в своей ментальности, адаптироваться. Хотя, с другой стороны, я ведь не приезжал в Центральную Америку как абсолютно свободный, независимый человек. Я приезжал под патронажем и защитой компании, которая мне предложила трудовой контракт, который включал медицинскую страховку, 3 полета в Израиль за счет фирмы, в год 3 полета, автомобиль. Тогда еще сотовых телефонов не было, вот, но нам давали $100 в месяц на международные разговоры, имея в виду разговоры с Израилем, с родными. $100 в месяц хватало на все, что угодно. Потом появились сотовые телефоны и сотовый телефон, потом там появилось что-то еще. Значит, жилье на проектах за счет фирмы, 3-разовое питание на проектах за счет фирмы. Но если я, находясь, скажем, не всегда жилье, где есть столовая, и твой офис или гараж находятся в одном и том же месте. Иногда, да, на отдельных проектах, иногда нет. Ну вот я захотел жрать, ну вот голодный. Ну что, столовая рядом. Повариха со своей помощницей знают нас всех. Ну, прежде чем выехать на объект строительства, значит, я зайду туда и говорю: дай мне что-нибудь, мою змею заглушить. Никто никогда не говорил: ты уже 2 раза поела и жди ужина. Нет. Захочешь поесть, пожалуйста. Захочешь сесть, выпить чай, пожалуйста. И, как правило, большинство людей уже были в возрасте за 40, а то и за 50, а то и за 60. Поэтому у кого гастритис, у кого там сахар, у кого там еще что-то. И повара готовили для каждого индивидуально, согласно его диеты и его просьбы. Это в Эль-Сальвадоре? В любом, и в Гватемале. В пределах вот этой фирмы. Окей. То есть фирма к каждому сотруднику индивидуально? Фирма в хорошие свои времена при умном директоре проводила политику такую. Они получают хорошие зарплаты для того, чтобы работать. И их надо освободить от всех других бытовых проблем. У него заболела попа, значит, надо выслать вертолет, если проект далекий, чтобы его отвезти в госпиталь, чтобы ему вылечили попу. И вернуть его
обратно, насколько это возможно быстро. Мы никогда не заправляли кровати, мы никогда не думали, как приготовить еду, мы никогда не думали, где купить еду. Мы знали, что с 6 утра до 8 утра у нас столовая с завтраком готова. С 12 до часу 30 у нас обед. И с 8 до 9 до 10 у нас ужин. Но за ужином мы могли... Были администраторы, которые покупали еду. Значит, я мог ему сказать, ты знаешь, что вот для моего гастрита купи это. Приходил другой, а у меня сахар высокий, значит, купи мне такие-то продукты. И это всегда было. Если всегда покупалось пиво, всегда покупалось вино, всегда покупалась водка, виски. Коньяк здесь не продается. Я привозил из Израиля армянский коньяк, но здесь коньяк не продается. Если про Гватемалу, а как занесло Гватемалу из Сальвадора? Закончился проект в Сальвадоре. Был перерыв. Обещали, что вот-вот начнется другой проект в Сальвадоре. И я тогда решил, как говорится в анекдоте, долги я отдал, а остальные подождут, да? Значит, я решил, пока я молодой и здоровый, я останусь здесь и буду зарабатывать деньги. Потом я вернусь в Израиль, куплю себе квартиру. Буду помогать сейчас детям, и помогал уже, начиная с работы в Сальвадоре. Но этой работы проект не пришел. Я прожил там 10 месяцев за свой счет, как частный человек, в ожидании проекта. Потому что проект заканчивается, людей увольняют. Есть продолжение проекта, тебе предлагают новый контракт. Это как цепочка такая идет. Я даже вернулся в Израиль на 4 месяца. И мне позвонили из этой конторы, из отдела механизации, сказали, собирай чемоданы и лети в Гватемалу, билеты тебе пришлют. Окей, но если такой патриотизм к Израилю был, почему в Гватемалу? Жизнь в Гватемале? Так вот, из Израиля в 2005 году, прожив там 4 месяца и 10 месяцев в Эль-Сальвадоре после окончания проекта, как частное лицо, Да. и я жил там на том же уровне, но за свои деньги уже. И от этих денег при этом уровне остается очень быстро, очень мало. Не надо думать, что эти страны третьего мира очень дешевые. Они дешевле, чем Россия, безусловно. Они дешевле, чем Израиль. Намного дешевле, тем более в свете последних событий. И я приезжаю в отпуск в Израиль, я приезжал 3 раза в году им в свое время, раз в 4 месяца, раз в 3,5 месяца. И почти при каждой следующей поездке я видел скачки цен. Ну, такой пример. Если здесь 1 литр, здесь бензин продается в галлонах, как в Америке. В Мексике в литрах, кстати. И в других странах латиноамериканских, в некоторых галлонах, в некоторых литрах. Стоит где-то 90 центов американских, то в Израиле 1 литр стоит почти 8 шекелей. То есть это больше, чем $2. То есть практически все в Израиле стоит в 2-2,5 раза дороже, чем здесь. Но там и зарплаты другие. Здесь средняя зарплата или минимальная зарплата сегодня $450 что-то. Я не знаю, как люди живут на $450. Но на сегодняшний день жизнь в Гватемале выбрана, потому что здесь дешевле. Почему именно? Объясню, нет. Это не было основной причиной. Значит, с 2005 года я начал работать и жить в Гватемале под, так сказать, эгидой той же самой компании. Один проект закончился, другой проект закончился. И всегда были проекты новые. Значит, всегда мне предлагали продолжать. Я работал сначала как руководитель групп механиков на объекте, а последние лет 10-12 как начальник гаража. Начальник гаража на проектах, это, будем говорить, как главный инженер, по понятиям российским или советским. Это и работники гаража всех специальностей, это и склады материалов, и топлива, и техники много, она тяжелая, потребляет много. На отдельных проектах у меня были бензоколонки на 40 тысяч галлонов. 4 больших танка на 10 тысяч галлонов. Это много логистики,
Вот. Это не то, что место, где там заехала на яму одна-две машинки, быстро... Нет, это совсем другое. Вся инженерная логистика, вся инженерная, так сказать, система, да, проекта строительного – это начальник гаража. Окей. Вот. И таким образом я в Гватемале проработал 15 лет. По контракту. Один за другим. Да. А сейчас он закончился. В одно время я начал понимать, что жить одному – это совсем нехорошо. То есть проекты не находятся здесь, в столице, они находятся, как я говорю, конец мира, один направо, а другой в конце мира налево. 300 километров, 250 километров отсюда. Вроде бы не так много, но по состоянию дорог, особенно последние десятки километров при подъезде к проекту, это вообще бездорожье. Значит, эта дорога может занять 8 часов, 10 часов, 11 часов езды. С остановкой пописать, с остановкой выпить кофе, потому что невозможно. В 4 утра ты выезжаешь домой сюда. А если у тебя семьи нет, есть такие, у которых есть семьи. И они до сих пор живут, и я поддерживаю с ними контакты. А есть, которые, как и я в свое время, были одиночки. Значит, фирма в конце месяца, когда большой отпуск, 5 дней, снимала для этих людей отели. В основном один и тот же отель, 4-звездочный, с питанием и с полным обслуживанием. Значит, мы приезжали в четверг вечером, и в понедельник мы возвращались на проект. Вот. Значит, 11 часов с 2 остановками, 3 остановками, потому что это невозможно все быть. А в 2011 году я познакомился, а в 2012 году, значит, мы решили пожениться. Здесь, в Гватемале? Да. И вот до 1 августа этого года я был семейный человек. Мы жили в доме, в двухэтажном доме моей жены. Вот, только я привез сюда на свадьбу 2 дочерей, и младшую, и старшую. Вот, и все было замечательно примерно первые 10 лет. Угу. Особенно, значит, с 12 по 20, когда в апреле меня уволили, уже было другое руководство, другая политика, другой хозяин фирмы, не из семьи Арисон, 2 американских еврея. И они работали по системе американской. Платят – работаем, нет денег – останавливаем. Угу. Начали сокращать штаты, Короче, с апреля 2020 года я оказался дома. Okay. Вот, и... Но это как получается? Это пенсия или это просто конец контракта? Нет. Когда эта система существует, наверное, во всех странах и во всем мире. Вас принимают на работу как специалиста и предлагают условия контракта. Контракт закончился, мы тебе ничего не должны. Мы тебе ничего не должны. Ни пенсии, никаких выплат социальных. Как себе откладывать, зарабатывать, сберегать на будущее, для этого у тебя есть голова. Но при тех зарплатах, которые платили, было очень и очень легко откладывать. Угу. Потому что, представьте, вы 26 дней в году, в месяце вы находите на проекте. Питание есть, где жить есть, телефон есть, машина есть, значит, попить воды и еще что-то, все есть. И вы ни за что не платите. Где вы тратите деньги, когда вы приезжаете на выходные в конце месяца в столицу? За гостиницу вы не платите, фирма оплачивает. Питание в гостинице вы не платите, завтрак входит в стоимость номера, обед оплачивает контора. Так? Значит, если вы не курите, не пьете, вы не бабник, на что тратить деньги? Не на что. То есть у вас получилось отложить? Вот, я курю, я hard-smoker, так? Пить я пью только в компании. Я абсолютно не имею пристрастия к алкоголизму. Вот у меня недавно открылись проблемы гастрика, и врач мне сказал не пить ни кофе, ни алкоголь. Никакой алкоголь, даже вино легкое. 2 месяца практически не притрагиваюсь к никому другому и чувствую себя нормально. Хотя дома у меня есть все.
И виски, и вино, и ликеры, и все, что хочешь. Окей, то есть получилось накопить, и вы купили себе здесь недвижимость, нет? Сначала мы жили в доме моей жены. Да. Вот, и последние 2 года ей стало мешать, что я не работаю. А она сама работала. А у нее есть свой бизнес, у нее есть 2 магазина, она влюблена, я тоже очень любитель, но она до потери пульса, как говорится, она влюблена в собак. И вот это хобби у нее превратилось в ее бизнес. У нее есть 2 магазина, где она делает груминг, то есть мойку, стирку и так далее собак самих. Она вместе с одним портным изготавливает здесь одежду для собак. Она кроет, а он шьет. Вот, они продают концентраты, прививки, все, что. Вот у нее 2 таких магазина. Если сначала бизнес шел хорошо, то последние 2 года очень-очень хромает. И она с трудом, так сказать, нарабатывает то, что ей нужно. Вот. А я, как остался без работы, я превратился в человека по обслуживанию и содержанию дома. Значит, у нее 2-двухэтажный дом на немаленьком участке. Я делал все электротехнические работы, значит, водопроводные работы, которые нужно, там, покраску, все что угодно. То есть моя позиция была такая: если я не зарабатываю, принося деньги в дом, то, делая эти работы своими руками, я сберегаю деньги из семейного бюджета. Короче, дальше туда-сюда, значит, я ей помог купить 1 машину, помог купить другую машину. Мы очень много ездили. Мы вдвоем посетили, мы были в Майами 2 раза, мы были в Мексике 3 раза или 2 раза, мы были дважды в Майами. Мы были, значит, в России в 2014 году 3 недели, что это тоже стоит хороших денег. Вот, мы были в Колумбии, мы были в Эквадоре. Мы ездили на 2 недели в Европу. Италия, Швейцария и Франция. Мы были с ней в Турции. Мы каждый год посещали 1 или 2 раза в году мы вылетали в Израиль с ней вдвоем. Не то, что я один к своим детям. Понятно. Вот, у меня там 2 дочери и 2 внучки есть. То есть все вот так вот крутилось. А последние 2 года отношения вдруг стали остывать. Короче, она попросила развод. Ну, и вы сейчас живете... За это время, за год примерно до развода, мы купили участок относительно недалеко от ее дома и начали строить дом по нашему индивидуальному проекту. Мы наняли архитектора, он нам составил план, мы наняли инженера-строителя, который реализовал этот план в кирпиче. Вот. Но так как мы пришли к разводу, а до этого я купил ей еще 1 дом, на участке которого она построила 2 магазина, чтобы реализовать свою мечту и не иметь магазины как съемные заведения. Вот. По разводу мы разделили. Значит, 1 дом остался с ней, 1 дом перешел мне. И дорого стоит дом вообще в Гватемале? В зависимости от того, прежде всего, от размера участка и от района. Вот ваш. Мой дом с участком 300 квадратных метров уже в жилом районе. То есть мы нашли участок случайно, который много лет пустовал. И хозяева вдруг выставили табличку на продажу. И мы были первые, кого это заинтересовало, потому что мы уже искали. До этого мы ходили, искали дома одноэтажные. Мы ходили, искали у жены 2-этажный дом. Она говорит, мы старые, что мы будем? Скоро будем старые, что на 2-й этаж подниматься. Мы спланировали дом и построили дом одноэтажный. Но до этого мы приценивались и находили только новые, построенные только что 2-этажные дома со стоянкой на 2 машины. И в доме, наверное, в 2 этажах, наверное, если есть 180-200 квадратных метров, это много. Вот такие дома продавали. Я живу в районе, который называется Сан-Кристоболь.
То есть есть город-спутник Миско, и в нем есть колония, которая называется Сан-Кристобаль. Это с другой стороны города. 30 минут езды отсюда. Сколько цена? А? Цена какая? Где-то порядка 210-220 тысяч долларов. У меня до того, как мы начали строить этот дом, в 2011 году на выезде из столицы в сторону Эль-Сальвадора на 25-м километре в одном кондоминиум это тоже жилой район, в котором все огорожено заборами, все дома абсолютно одинаковые, хотя бы фасадные, и вы ничего не имеете права перестраивать. Вот. У меня был дом двухэтажный, в 250 квадратных метров. Но это я говорю об 2011 году. И с 2 стоянками, с садиком за домом, с оборудованной кухней, только без электроприборов. То есть мебель была с паркетным полом в 2 этажах, с 2 каминами, спальня родительская, большая, джакузи, не то что ванна, джакузи с туалетом, двойной умывальник на 2 человека сразу, бельевая комната, 2 спальни по 12 метров примерно с общим душем, туалетом и умывальником. И на 2-м этаже тоже был салон семейный. Это мне обошлось тогда в 161 тысячу долларов. Когда через год мои дочери приехали сюда, я их привез на свадьбу, я им показал этот дом. Они так впечатлились, им очень понравилось, что архитектура была нетипичная для Гватемалы. В Гватемале в основном строят дома, они похожи на кубы. То есть у них нет никаких декоративных элементов. Ну вот супермодерные такие. Куб такой, или другими словами квадраты, прямоугольники. А этот нет, это было в стиле колониальном, как вот фазенды в сериалах. Да. Не таких размеров, конечно, но 250 квадратных метров в 2 этажах. Так вот, когда они увидели, она сказала следующее. Папа, вот сейчас пришли вертолет, возьми этот дом и отвези его в Израиль. В любом месте, где-то в деревне, в Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, этот дом будет стоить не меньше, чем $1 миллион. Вот таковы цены в Израиле. Это была еще и одна из причин, один из компонентов, почему я принял решение остаться в Гватемале. Прежде всего брак, семья. Моя жена ни в коем случае не хотела и не могла оттуда ехать. У меня был уже хороший испанский, у меня есть работа, я все еще работал в Соль-Эль-Боне, с очень хорошей зарплатой, с хорошими условиями. Значит, мне все было по барабану. Ну, будем говорить так, называть зарплату это неприлично, но она была очень хорошая. Зарплата чуть меньше, официальная, помимо того, что гребут слева и справа, есть у депутатов парламента. У нас была на уровне нашем административном, наших должностей, эта зарплата была выше, чем у них. Поэтому, когда мы с женой решили в выходной, скажем, пойти в ресторан, мы не говорили друг другу, ты знаешь, что этот ресторан очень дорогой. Мы говорили, пойдем туда, где нам больше всего нравится. И мы приходили, открывали меню и смотрели на левую сторону, на блюдо, и не смотрели на правую сторону цены, что сегодня я вынужден делать. Вот. И, значит, причина, что я после 10-12 лет работы в Гватемале и скачке цен на жилье и на все в Израиле, я говорил следующее. Работая так много, зарабатывая так хорошо и работая так тяжело, сегодня то, что у меня есть, мне хватит на одно окно и на одну дверь. И приезжать, через 15 лет возвращаться в Израиль и купить жилье с ссудой банковской я не хотел. Для чего я работал? Для чего люди работают за границей? Зарабатывают деньги, приезжают домой, покупают жилье, покупают машину, покупают дачи или другие покупки за свои сбережения.
А брать 80% суды для того, чтобы после 15 лет работы иметь наличные только на 20% стоимости жилья? Сегодня в Израиле квартиры самые обыкновенные. Стоят дороже, чем метр квадратный, чем в Нью-Йорке, в Париже или в Лондоне. Я не знаю, как молодые вообще там выживают. Моя старшая дочка вместе с мужем зарабатывают больше $8 000 чистых денег. У них две дочери, мои внучки, 7,5 лет и 3,5 лет. Когда она называет суммы, когда она называет платежи, которые они осуществляют, я вообще не представляю, как это можно жить. Ну, весь народ бухтит, но все живут. это всегда так. Короче, остался я в Гватемале после, так сказать, увольнения. Пока я работал, у меня мысли не было возвращаться. Потому что я решил, я буду тянуть до последнего. Чем больше я проработаю, тем больше у меня будет финансовых возможностей потом решать, что дальше делать. Ну, вот с 2020 года я живу здесь как частное лицо. Вот, и до 1 августа 2024 года мы жили в семье. С 1 августа мы в разводе. Я живу сейчас один в одноэтажном, абсолютно новом доме, в котором есть гараж на 2 машины, в котором есть зал семейный, современная кухня. У меня есть большая терраса под крышей. У меня есть 2-й двор за домом. Спланировали дом так, чтобы рукодельнику, как я, было место, где что-то делать. У меня есть своя мастерская с красками, с инструментами, с другими вещами. Я в этом доме все делаю своими руками, как и в предыдущем. Вот. У меня есть, помимо рядом с кухней, стиральная комната. Есть еще комната для служанки с туалетом, которая сегодня, ввиду отсутствия служанки, используется как ввиду ее отсутствия необходимости. Как кладовая небольшая. 1 спальня, 2 спальня, главная спальня с бельевой большой комнатой и большим туалетом и душем. Вот. И общий туалет на 2 спальни. Дорого обслуживание дома выходит? Этот дом имеет под крышей 160 квадратных метров. Участок имеет 300 квадратных метров. Значит, вот эти 140 метров, это не под крышей, но это вот не жилая часть, но это часть дома. Ну, смотрите, я плачу за интернет в доме вместе с телевизором. У меня выходит 240 кецаль, где-то 30 с небольшим долларов. Значит, мой телефон, я за него плачу 200 кецаль, это 28, скажем, долларов. Ну, чтобы понять, это легче, делите на 8, хотя официальный курс сегодня 7,55. Кстати, монета кецали гватемальская, она довольно-таки устойчивая. Курс колеблется очень-очень мало. 7,55, 7,56, 7,53. Вот такой вот. И эта монета более сильная, чем мексиканская песо, скажем. Хотя индустрия мексиканская это намного больше и сильнее, чем гватемальская. И суммарно сколько коммунальные платежи? Вот. Теперь я плачу каждые 3 месяца муниципальный налог. Значит, выходит он 660 кецаль. Плачу за вывозку мусора 60 кецаль. Плачу за воду. Значит, здесь так, в месте, где я живу, вода не по счетчику. То есть счетчик, но приходит инспектор и проверяет. Если расход, он меньше установленной нормы, то платится фиксированная плата каждый месяц. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев.
Я диабетик, у меня предпосылки к повышенному давлению. То есть все вот это меня приводило к расходам где-то $450-500 в месяц только на медикаменты. Я им высылал по интернету квитанции, они мне на счет возвращали деньги. Когда мне исполнилось 65 лет, эта компания со мной связалась и сказала, что по нормам страхового бизнеса вы переводитесь из-за своего возраста в другую группу риска. И страховка подпрыгнет еще на 40%. И это было в августе-сентябре, потому что мой день рождения в июле. И мне сообщили еще дополнительно, что в январе следующего года, неважно какого, цена на страховые услуги повысится еще на 8%. Когда я сделал вот так, я увидел, что я должен буду в этом случае платить $1900 в месяц. Я говорю, ну нет, ребят, это ни в какие ворота, спасибо, до свидания. И после 11 лет и 12 лет работы с ними я отказался от их услуг. Значит, прежде чем принять решение, соответственно, я сделал номерочки. Я говорю, если я трачу $500 на медикаменты, плюс, может быть, раз в какой-то месяц визит к врачу, это обычно стоит от 400 до 500 кецалей, значит, $55-60, да лучше я буду так платить, чем отдавать 1900, почти $2000, и иметь компенсацию, возврат только за медикаменты 500, и то выйдет $1400-1500 только, чтобы иметь страховку. Один раз мне несколько лет назад оперировали плечо здесь. В частной клинике? Частно. Вообще я хочу сказать, что медицина, вот которой я пользуюсь исключительно частной медициной. У меня есть список врачей, специалистов по одним болезням, другим. Просто вот я не помню, чтобы в Советском Союзе и в Израиле в том числе, чтобы к пациенту относились с таким вниманием, с такой любовью, даже можно сказать, с такой нежностью и корректностью, с которой я сталкиваюсь здесь. Неважно, какого возраста специалист, неважно, какого уровня специалист. И не думаю, что это важно и происходит из-за того, что только это частная медицина. Вот вы приходите, открываете ворота госпиталя или лаборатории, буквально вот с первых минут. Ну вот около дома есть лаборатория, где я сдаю анализы периодически, крови, там, мочи, чего угодно. Это кассирша на приеме или приемщица это. Сеньор Яков, mucho gusto, bienvenido. Как будто я член фамилии. Понимаете? Вот. Не говоря же о врачах. Если это вопросы, связаны с деликатными частями, интимными частями тела, все это, неважно, врач это мужчина, врач это женщина. Извините, я могу посмотреть, извините, я могу это сделать, извините, я могу это потрогать. Все очень-очень деликатно и очень корректно. Вот. Ну и уровень оборудования, вот с чем я столкнулся, все что угодно. Ни разу я не слышал, что вот у нас нет этого оборудования. Нет в этой клинике, нет у этого врача, он тебя связывает, диригирует к другому. Вот мне оперировали плечо, у меня сухожилия вдруг порвались, никто не знает почему. А было такое, вызывали скорую помощь? Ну, здесь скорая помощь вот в том понятии, как было в Советском Союзе, и, наверное, есть и в России сегодняшней, ее нет. Есть частная скорая помощь, называется она «Алерта Медика». Вот, и она платная, она недорогая. Она стоит 1800 кецалей в год. То есть поделите на 8, это 200 с небольшим долларов. И дает вам право на 8 вызовов в году. Если вам нужно больше, чем 8 вызовов в году, значит вы оплачиваете какую-то разницу. Что они делают? Это не только транспорт. Вот действительно совсем недавно, месяца полтора тому назад, у меня вскрылась одна язва гастро.
И я вынужден был обратиться к услугам этой скорой помощи. У меня есть, значит, абонемент годовой. Они приезжают. Прежде всего, они проводят общее, так сказать, исследование. Пульс, давление, если нужно, замерят сахар. Вот. И если приезжает врач, дипломированные, но, как правило, молодые врачи, то есть еще не без специализации, недавно закончившие университет. И с ними приезжает так называемый здесь парамедик. Это, будем говорить, фельдшер, медбрат, и он же водитель. Они приезжают с 2 большими сумками. Они не приезжают с пустыми руками. Я не помню случая, вот пока мы жили с семьей, чтобы приезжали к моей бывшей жене или к ее дочери и сказали: ой, у нас этого нет. Приезжали совсем. Инъекции, таблетки, всякие медицинские приборы, вот такие мобильные для того, что они должны сделать. Всякие эти трубки, все что угодно. Вот, и они приезжают, значит, определяют состояние пациента. Если они не считают нужным отвезти его в госпиталь, значит, они дают без всякой дополнительной платы какие-то медикаменты на первое время, оставляют рецепт, и человек остается дома. Если его состояние таково, что они должны его везти в госпиталь, или не должны, но состояние такое, что оно оправдывает госпитализацию, значит, спрашивают пациента, в какой госпиталь. И человек говорит: вот я хочу в такой, я хочу в другой. Потому что один находится ближе, другой находится дальше. Один госпиталь это более дорогой, другой госпиталь это менее дорогой. Но это частный госпиталь все равно. Госпитали частные. Ну, там, конечно, человек может выбрать. Вот. И его везут. Никаких дополнительных плат за это не взимается. Ни за медикаменты, которые вам оставили дома, ни за обследование, которые провели с вами, ни за транспортировку в госпиталь. То есть бесплатной скорой помощи в Гватемале нет? Нет. И если туристу нужна медицинская помощь, Есть, приедет? Значит, есть здесь служба социального обеспечения, социальной защиты. Красный Крест? Называется ИКС. Институто Гватемальтеко до Сегуру Социаль. Но это другая система. В основном ею пользуются, вот пока я работал, у меня рабочие этим пользовались. Для того, чтобы записаться и получить карточку, они должны были на одном предприятии отработать минимум 3 месяца. Вот, платят они какие-то ежемесячные взносы. Но это напоминает такие поликлиники уездного типа. Вот в свое время в Советском Союзе это такая уездная больница. То есть там большие очереди, там приходит обыкновенная публика. Вот, приходит публика, которая не имеет средств. Это понятно, не все люди, хотя и работают тяжело, и работают много. Но вот представьте, у меня лучше оплачиваемые механики зарабатывали, если зарабатывали 9-10 тысяч кецаль в месяц, это считалось шикарной зарплатой. Вот. А 9 тысяч кецаль, 10 тысяч кецаль – это 1100-1200 долларов в месяц. Звучит вроде бы неплохо, но у них жена не работает, у них 2 детей, а то и больше. И нужно в школу, и нужно в ясли, и нужно это купить, и нужно это. С этих денег можно нормально жить на соответствующем уровне. Но он не будет соответствовать среднему по стране. Но так как они живут в деревенской местности, в сельской местности, то там и запросы другие. Там нет таких домов частных или квартир частных, как в столице или в других больших городах. То есть здесь есть 2 Гватемалы. Гватемала городская, и прежде всего это 2 города. Гватемала-Сити, столица, и Шела. Если в Гватемале-Сити живет 2,5 миллиона человек, то в Шеле живет 500 000 человек. Шелли – это Кесальтенанго? Кецальтенанго, да. И уровень жизни Кецальтенанго или Шела отличается от гватемальского, от столичного. Там тоже есть суперы большие, там есть большие торговые центры, особенно в последнее время. Там есть все. Но это другое.
Другое, которое соответствует ментальности и потребительству, не потребительству, а потребностям того населения. А то население – это 80%, 70% индейцы. Не индийцы, а индейцы. И у них свои нормы. Я не говорю, что они лучше или хуже, они другие. И для европейского или американского человека жить в Кецальтенанго или Шеле – это индийское имя. Кецальтенанго, Кецаль – это название птицы, очень красивая птица, маленькая, с длинным хвостом. Я ее видел только в телевидении и на картинках. В лесу надо места знать, где ее увидеть. Нанго – это место или земля. Значит, это земля или место Кецаля. Вот. А Шела я не знаю истории этого. А Гватемала вообще переводится с одного из индейских языков. Это страна, где много деревьев. А Панама, или как говорят здесь, Панама, ставя ударение по-другому, это место, где много бабочек. На индийском. А? На каком языке? На одном из индийских языков. На одном из индийских языков. Вот. Можно в интернете, в местных сайтах увидеть, периодически появляется таблица, названия стран Центральной и Южной Америки, и какой язык и что означает. Главный вопрос. Вы здесь легализовались, то есть гражданство есть? У меня гражданства нет, и я не хотел иметь гражданство. Я живу здесь как резидент. У меня есть постоянная резиденция. И эта резиденция у меня уже, наверное, лет эдак 15. Ну, это по работе, с помощью работы. Началось это через работу, естественно, потому что для того, чтобы иметь пермисо или разрешение на работу, значит, надо иметь резиденцию. Чтобы иметь резиденцию, надо иметь работу. То есть это взаимосвязано. И все это оформляла администрация фирмы, где я работал. Не только мне, это всем. Вот. Через резиденцию, значит, я получил и местные права постоянные, потому что временная резиденция дает право на... Нет, не дает права на права. Вот. Ездили с израильскими правами какое-то время, с копией паспорта, потому что полиция если останавливает, хотя это происходит крайне редко, особенно в последние годы, но это... Даже если ты напьешься и в столб стукнешься, столб тебя остановит, а не полиция. Ну, это есть плохо, значит, преступность здесь такая хорошая. Вот, и у меня, значит, резиденция постоянная, пожизненная. И несмотря на то, что я развелся, значит, это никоим образом не влияет. Только людям нужно знать следующее. До 19 года или 20-го, когда вам давали, отвечали положительно на запросы, давали резиденцию постоянную, то есть это вид на жительство, вам в паспорте ставили большой штамп, на одну страничку он занимал, на 5 лет. Это не значит, что резиденция на 5 лет. Это вот этот штамп, подтверждающий резиденцию, нужно обновлять каждые 5 лет. Нужно было. Потом они изменили эти правила действуют до сегодняшнего дня. За каждый год резиденции вы должны платить налог в местной валюте, который соответствует $40 Соединенных Штатов. $40 в год? Да. А для чего это ввели? А? Для чего ввели это $40 в год? Много желающих получить резиденцию? Как мне объяснили, они, Immigration определила, что много резидентов живут и не обновляют вот это разрешение, а за разрешение обновления надо платить раз в 5 лет. Вот, и они посчитали, что вот годовой налог, абонентская плата. Оплата, это будет более выгодно стране. Значит, это годовой. Помимо этого, если вы живете и не выезжаете из страны, вы будете платить $40 и баста. Но если вы планируете поездку, выезд из страны, то вы должны прийти и заплатить
Не помню, как это называется, сертификаду de estado de residencia, что-то такое. За выезд вы платите еще $30 за год. Не с 1 января по 31 декабря, а вы заплатили 1 августа До 1 августа. до 31 июля следующего года. То есть ваш год с момента оплаты. Если ты выезжаешь. Если не выезжаешь... И то вы только- можете выезжать хоть 100 раз и возвращаться хоть 100 раз. За факт на разовый или многоразовый выезд вы платите $30. Если не вы планируете выезжать, вы не платите ничего. $40 за резиденцию – это ваш годовой налог. А тяжело гражданство получить здесь? Не знаю. Я не интересовался этим вопросом, потому что он не был актуальным для меня. Хотя, будучи женатым на гватемалке, я мог это получить чик-чак. Но я не хотел. Потому что, хотя я так много лет живу за пределами Израиля, в душе, но кровь – это кровь. У меня еврейская кровь. У меня чисто еврейская кровь с двум сторонам. У меня нет смеси. Но моя душа израильская. Есть разница быть евреем и быть израильтянином. В Израиле помимо евреев живут и арабы, и мусульмане, и христиане-арабы. Живут черкесы, между прочим, несколько тысяч, которые бежали от Российской империи, из Российской империи во время войны Кавказской. И они живут здесь уже почти 200 лет. И я несколько раз бывал в их деревнях. Это просто райские сады. Здесь есть большая группа друзов. Здесь, в Израиле. Это, будем говорить, отколовшиеся от ислама где-то в 16-м, начале 17 века люди. Очень культурные, очень образованные, намного образованнее, чем в среднем арабское население. Вот. Зажиточные, очень преданные стране, в которой они живут. Как и друзы, живущие в Сирии, как и друзы, живущие в Ливане, они все очень преданы той стране, в которой они живут. Той земле, в которой они живут. Вот. И для меня важно сохранить связь с Израилем. Понял. Хотя вот по разным причинам, и эмоциональным, и персональным, и экономическим, я не вернусь в Израиль уже. Смотрите, для меня, хотя наша абсорбция, то есть это вживание в израильскую среду в 90-м году было относительно быстрым и относительно непроблематичным. Хотя гладкого нет ни у кого. У нас тоже не было. Я говорю, не относительно. Но я вам скажу так, один пример. После того, как мы неделю прожили в гостинице и искали жилье, мы приехали в Хайфу, на севере страны. В Израиле? Да. И искали жилье на съем неделю. В гостинице хозяин нам ничего не говорил, и мы платили деньги. Половину той корзины, которая у нас была на месяц, мы за неделю там сожгли. Вот это говоря о трудностях. Значит, мы сначала жили в 2 номерах. Я со своей семьей в одном, и родители моей бывшей жены и моя мама жили в другом. Когда мы посчитали деньги, мы все съехались в один номер. И половина людей спала на полу. И мы нашли квартиру за $600 в месяц, в которой кроме телефонной прикроватной тумбочки и телефона отключенного никакой мебели не было больше. Моя тогда единственная и старшая дочка месяц спала на полке стенного шкафа. У нас не было мебели. Мы с женой спали на ковровой дорожке, сложенной в 3 раза. Потому что тогда в Израиле очень сильно было движение всех этих, как людей, которые помогают. Волонтеры? Волонтеров.
Нам принесли буквально в течение 2-3 дней и стол старый, и стул, принесли черно-белый телевизор, сказали, он будет работать, но его надо отремонтировать. Мы его использовали вместо нехватающего стула. То есть вот такое было. Вот, и я как-то сросся с этой страной. Но возвращаться в возрасте 67 лет, после почти 23 лет жизни, за пределами этой страны, когда у меня там нет ни жены, ни семьи, у меня есть дети взрослые, но они живут своей жизнью, они живут своими семьями. И, к сожалению, несмотря на то, что они хорошо работают и хорошо зарабатывают, у них нет возможности поддерживать меня. И я этого не хочу. Я сам им помогаю, до недавнего времени помогал. И помогал не одной копейкой, а намного больше. Я не хочу, чтобы я был у них обузой. В Гватемале как с преступностью? Что полицейских мало, значит, разве это преступность? Ну, смотрите, я вот напрямую лоб в лоб с преступностью не сталкивался. Я знаю, что она есть. Я знаю, что в полиции много коррупции. Я знаю, что хотелось бы, чтобы в Гватемале президент и правительство сделали такую же чистку и перетрубацию, как сделал президент Эль-Сальвадора. Я надеюсь, вы слышали, что там. Ну да. Там у меня живут там знакомые, у меня живет там мой бывший сотрудник, он женат на женщине сальвадорке. Он говорит, ты сегодня со всеми цацками можешь выйти практически в любом месте, никто тебя не тронет. А в свое время, пока я там работал и жил 2,5 года, мы как-то заблудились, искали улицу ночью, и нам сказали, не-не, туда не езжайте, возвращайтесь и ищите другую дорогу. А в Гватемале вот так спокойно сейчас не выйдешь? Но в моей жизни, ну вот скажем так, 31 декабря, вот буквально 3 дня назад, чтобы не оставаться одному дома, я живу дома, я и 2 собаки у меня. Я поехал, здесь есть очень замечательное место для прогулок, для времяпрепровождения, называется Каяла. Да, знаю район. Вот. Очень красивое место, оно начало строиться лет 15-20 тому назад. До того там был какой-то пустырь, болото. И очень красивая архитектура в таком колониальном стиле, со вкусом сделано. Много ресторанов, кафе. Там всякие концерты проводят, мероприятия. Вот я поехал туда 31 числа. Я выехал из дома где-то в 10-15 ночи. Город был пустой. Ну, я без задних мыслей доехал. Ну, это отдельный район там. Да, но я-то живу в 40 минутах езды. Это не за углом Но дома. если мы про центр говорим, где дворец, где вот церковь большая, главная площадь, вот там как, насколько спокойно? Ну, там я вот не могу с гарантией сказать, потому что мои жизненные интересы меня туда не приводят. Бывал я там многократно, но последний раз уже несколько лет тому назад, хотя немножко вру, где-то 3 месяца тому назад, 4 месяца назад, со своим другом и его семьей мы были в театре. Это частный театр, который находится буквально рядом с этим Дворец национальной культуры, где президент там находится, там же и на этой площади кафедральный собор. Значит, если смотреть на этот дворец, то театр с правой стороны немножечко находится. Вот, я не помню, как он называется, Педро, как-то имя что-то. Вот, и мы смотрели там с ним балет на льду, «Лебединое озеро», представленный московским балетом на льду. Приезжал сюда на 3-дневные гастроли. Вот тогда я был последний раз там, в этом месте. Ну, смотрите, если в любом месте вы на себя вот навесите золото, бриллианты, и молодая или не молодая женщина, красивая или некрасивая, будет больше раздета, чем одета,
и будет бросать взгляды направо-налево и задевать кого-то, то, конечно, шансов огрести намного больше. Это в любом месте, в любой части земного шара. Значит, если вы знаете, что есть места с плохой репутацией, и вы, несмотря на это, туда лезете в неурочное время и провокативно себя ведете, это не значит, что вы всех задеваете. Как я сказал только что, оденете золото побольше, бриллианты покрупнее, вырезы поглубже, то, конечно, вы достанете, и вы огребете. Если не от одного, то от какого-нибудь дурака вы точно огребете. Вот. Я в эти районы вечером не лезу. Днем я в центре историческом бываю иногда по различным делам. Но ходить по улицам как-то мне не приходится. Да и в других местах Гватемалы мне не приходится ходить по улицам. Я выезжаю из дома, у меня машина стоит в моем частном гараже под крышей. И здесь дома не строятся, как в Америке или Европе. Участок, зелень, от улицы до дома там 10, 15, 20 метров вы пройдете по полянке, и прежде чем зайдете в дом. Нет. Здесь строится сначала периметральный забор, включая фасадную стену. И вот что за этой стеной, это ваш дом. А люди, в принципе, если это не двухэтажный и трехэтажный дом, выше, как правило, не строят, то они не видят ничего, кроме фасадной стены. У меня дом одноэтажный. И он построен в таком стиле, что это напоминает шикарную квартиру. То есть это одноэтажный дом в стиле шикарной квартиры. Значит, я выезжаю из этого дома, у меня электрические ворота, из машины пультом, открываю, закрываю и поехал куда мне надо. Если я еду в торговый центр купить еду или какие-то вещи, значит, там есть подземная стоянка, там есть открытая стоянка. Ну, там уже есть охранники, частные охранные конторы, которые постоянно ходят. Значит, шансов, что на вас там нападут, практически нет. Минусы этой страны какие? Минусы. Ну, во-первых, хочу сказать, что самым большим минусом для меня, и с этим вот я столкнулся сегодня по дороге навстречу, это полное отсутствие культуры в транспортном движении. То есть такого понятия соблюдения правил и контроль этих правил со стороны полиции нет абсолютно. Вы можете ехать мимо стоящих полицейских на улице, разговаривать по телефону с незастегнутым ремнем, и никто вам слова не скажет. Мне кажется, и на скорости можно пролететь, никто не скажет. Никто не скажет. Если у вас машина типа пикап, по нормам многих стран она должна быть оборудована, если намереваются перевозить людей. Здесь сами полицейские садятся на заднюю дверь или на боковуху. Вот так вот, пропуская между ног, будем говорить, яйцами садятся на это и спокойно едут. Сами полицейские ездят без касок, если это на мотоцикле. Но не дай бог вам как-то разозлить полицейского или заиграть с ним. Сейчас вот меняется персонал, то, что я вижу по телеканалам. Я очень редко смотрю местное телевидение, и газеты местные не читаю вообще. Потому что новости какие-то здесь... Такое впечатление создается, что за пределами Гватемалы или Максима Южно-Центральной Америки мира не существует. То есть новости о какой-то деревне, где-то сгорел дом, где-то пропала девочка, где-то местная драка и зарезали кого-то. И если показывают эти новости на телевидении или публикуют фотографию, то это вообще беспредел. Лежит труп, истекающий кровью, вот иногда даже редко можно и лицо увидеть. Но вот попал человек в аварию.
Там видно, нога сломана, и крупным планом это берут. Вот, то есть движение здесь, оно организовано, но оно как-то самоорганизовано. И здесь происходит следующее. Чем больше масса твоего транспортного средства, тем больше у тебя прав. Ни в коем случае не доказывать свои права. Потому что много людей здесь ходят с оружием. И не все они ходят с оружием официально приобретенным. И не всех у них голова нормальная. То есть вы можете, даже не показав ему палец, можете руку поднять и сказать: «Ке ту асис?» Что ты делаешь? Я один раз видел, как водитель одного пикапа вышел из машины с пистолетом и направил его водителю автобуса. Потому что водитель автобуса выезжал на Просерис, вот, который здесь рядом находится, с одной второстепенной улицы вечером, когда движение буквально 50 сантиметров между машинами. Ну что ему делать? У него автобус большой. Он потихоньку выбирался. Потому что и я другой раз это делаю в этой ситуации. Я должен въехать, но здесь нет такого взаимопонимания между водителями. Здесь у кого больше железа, тот и прав. Вот. Потом приходится осторожненько, но показывать свою, так сказать, силу, свое присутствие. И вот этот водитель автобуса потихоньку выбирался. И водитель пикапа, вместо того, чтобы остановиться и в конечном итоге уже капот с мотором были на улице здесь. Остановиться, ну уедь ты, ну что тебе денег стоит? Он проехал, вышел, достал пистолет, у него лежал под сиденьем. Я рядом просто проезжал. Стрелять я не слышал. Но он, значит, аминазад. Как это будет по-русски аминазад? Угрожал ему. Ну, да. Рекомендации для людей, которые хотят посетить Гватемалу. Как предостеречь себя от всяких происшествий? Ну, первая рекомендация – это, безусловно, нужно приехать, желательно приехать с испанским языком. Потому что англоговорящих здесь очень и очень мало. Вы можете встретить их среди медиков, вы можете встретить среди адвокатов. Даже в айтишной области большинство и специалистов хороших, они не владеют английским языком. Окей. Еще какие рекомендации? Как въехать сюда легально, используя какой аргумент или причину, не могу сказать. Но думаю, что если вы приедете сюда с каким-то бизнес-планом, бизнес-предложением, то больших проблем не возникнет. Значит, естественно, этот процесс займет какое-то время. Вот, может быть, попадете на какого-нибудь бюрократа, где-то, как это бывает во всем мире. Вот, вы приезжаете сюда со своей ментальностью. Здесь ментальность абсолютно другая. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков новых подкастов с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.